Что ж, друзья, готова площадка. Здесь у меня по проекту будет дверь. Вот, и для этого я сделал здесь этот небольшой въезд. Чуть-чуть подсохнет, я уберу вот эти подпорочки. Все это присыпется землей. Вот, конечно, нужно будет поубирать потом опалубку. И все это дело будет уже в законченном виде. При желании можно покрасить. Вот, ну, пока еще 3 разных цвета, потому что это 3 разных периода. Для чернового пола это вообще прекрасно. Потом мне надо будет обваривать каркас, варить каркас и потом уже его обшивать. Вот, все это дело, конечно, у меня идет не быстро. Во-первых, сильно тормозила жара, другие заботы, другие дела. Вот, но тем не менее, площадка есть, и это очень хорошо. Зреют яблоки. Тут вот крупный сорт, в телеграм-канале я показывал. Эти яблоки крупные, большие. Есть поменьше яблочки. Они еще растут. Они еще даже не опадают. Видимо, поздний сорт. Вот эти прям вообще радуют, конечно. Такие огромные, обалденные яблоки. Вот ветром сдуло что-то. А это не отсюда. Это как раз вот с этой яблони. Вот они опадают. Обалденные яблоки. Смотрите, сколько их. Тут сейчас я собрал падалку. Они прям крупные в этом году. Очень красивые. Это у нас сторона, здесь больше солнца. Смотрите, какие красавчики висят. Прям срослись. Смотрите, прелесть вообще. Даже не верится, обалденно. Здесь немного сегодня обрезал ветки, тоже все прям сюда склонялось. И когда вот так подходишь, здесь рубишь патиссоны, кидаешь им огурцы какие-то. Было неудобно. Все время нагинаться надо было. Огурчик, вперед. Вот, сейчас это дело надо порубить. У меня с собой нет штатива. Я сейчас одной рукой должен держать, порубить, а потом буду кидать и вам покажу. Ну так попробуем поставить. Ну какие здоровые, никто их не ест. Соседка привозит для курочек. Давайте вам покидаю. Посмотрите, цыплята как выросли. Вот цыпленок стоит. Цыпленок, он как эта курица, уже даже чуть больше. Вот он, цыпленок тоже побежал. И уже молодые петушки, уже скоро их надо будет рубить. Кстати, там тоже, видите, орех я сегодня тоже его подрезал немножко, потому что прям листья лежали на земле, и куры там все прятались, невозможно было увидеть, может там что-то произошло, и контролировать, там лазить было неудобно. Я это все дело обрезал. Ну и деревце как-то стало больше похоже на орех, на культурное дерево, потому что бумс, прям по курице. Видите, эта полянка начала зарастать тоже у нас калачиками. Даю немножко им разгрузку сейчас, меньше пшеницы, чтобы не зажирели. Потому что им-то вкусно, понятно, но они потом жиреют, потом мало несутся. Сегодня прохладно, так здорово вообще. 24 градуса. Завтра опять жара. Жара утомляет сильно всех. Всех утомляет в нашей семье. Устаешь от нее. Так, ну что ж, бетон у нас засох. По нему можно ходить. Сейчас я разберу опалубку и покажу, что получится.
когда вытаскивал доски, ну, где-то произошли немножко сколы небольшие. Самые большие это вот здесь. Сейчас покажу. Вот. И вот здесь. Вот. И немножко здесь. Вот еще один. Все. Сейчас мы это дело замажем свежим бетоном. Я сделаю сейчас немножко растворчика. Все это дело замажу, чтобы здесь не было перехода вот этого. Потому что нам этот переход, как вы понимаете, не нужен. Мы будем заезжать сюда плавно. Кромки будут ломаться постоянно. Вот. Краешки потом я подсыплю землей. Земля у меня сложена там. Я заложил ямку. Теперь придется часть отсюда все-таки сюда взять, подсыпать все. Вот. В общем-то, как-то так. Получилось неплохо. Можно будет заняться дальнейшими работами. Площадка прочная. Ходить можно. Для кладовки в самый раз. Плитки здесь никакой не будет. И даже не планировалось. Ну, как черновой-чистовой пол, в принципе, пойдет. Я думаю, неплохо. Так, хорошо. Щель я замазал. Немножко раствора осталось. Я, наверное, его вылью вот здесь, в эту ямку. А потом, когда затвердеет, засыплю землей. Так будет проще. Что ж, друзья, пришло время пилить трубы для каркаса кладовки. Я вытащил пилу. Можно было бы, конечно, порезать все эти трубы болгаркой, но это будет шумно, долго, пыльно, грязно. И, в общем, я решил это все просто попилить. Вот у меня пила из моей мастерской, и я сейчас буду пилить эти трубы. Я, в принципе, пилил на ней только нержавейку до сих пор. Вот, но я думаю, что это не составит труда для моей пилы. Пилу я покупал в России, если кто-то будет спрашивать. Это швейцарский бренд, который делают, я не знаю, в Тайване, может, в Китае, где его делают. Но пила отличная. До сих пор я ей очень доволен. Хорошо, все, сейчас займемся. Вчера был установлен кондиционер в летнюю кухню. Посмотрите, водичка льется, идет конденсат. Подставили сюда горшок, чтобы поливались цветы. Давайте зайдем к Кате, посмотрим, что она делает. Идет процесс сушки яблок, да? Да. Сколько рядов у тебя? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 рядов. Ого. Обалдеть. Это все падалка. Сегодня вот Катя собрала. Вот такие дела. Все пригодится, ничто не должно пропасть. Ну, на пироги, на выпечку, там, на компоты. Ну. Надо как-то так надо подниматься. Накрою. В общем, друзья, все пилится, все кромсается, все отлично. Пил ровный, конечно, так болгаркой не отрежешь. Идеально ровно, приятно работать. Вот такие вот куски у меня остаются. Их надо будет сварить еще вместе. И у меня должно получиться еще 3 трубы. Вот эти остаются. И вон те куски. Должно будет получиться 3 трубы. Вот. Для стропил. Стропила туда наверх пойдут. Вот у меня 4 штуки вышло. Ну, я как бы метражом заказывал, да, поэтому вот так. Если бы я заказал готовыми, то, ну, как бы, я намного дороже отдал бы. А я так их сварю между собой, да и все.
А здесь процесс чистки. Купила я Кате игрушку такую. Называется паровая швабра. Чистит всякие пятна на стульях, на креслах, на полу, на плитке, на стенах. Хорошая штука. Вот решили почистить стулья. Они уже заляпаны. Вот такие дела. Ладно. Хорошо. Каждый занят своим делом. Все, меня позвали обедать. Вон они, наши 3 гусика веселых. Вот они, красавчики. Наш серый. Были еще же 2 у нас. Ласка задушила. Вчера Саша смотрит, прибегает, говорит: папа, там утка умирает. Я смотрю, утка, вот эта или вон та, клювом, дырочка ноздрёй, зацепилась за сетку. Вон там, возле озера. И уже все в крови было. Я это вытащил. Смотрю, очухалась. Бегает. Ребята, травки вам хватает в этом году. Это в том году прям проблема была с травой. У нас здесь немножко в теньке росло, а там не было травы. Испугались. Опа. А, гусик налетел на травку. Ну, конечно же, хозяин дает самую вкусную травку. А то там такой нет. Там вон все зеленое. Не хотят. Это же надо ходить щипать. А тут сразу готовы. Нарвали. В рот закидывай и ешь. Идешь делать одно дело, а по ходу дела делаешь вообще не то, что планировал. А так всегда в своем доме. Те еще это, как цыпля, как гусята свистят, пищат. А наш серенький, они маленькие гуси, поэтому его рост, он такой же, как у них, но он старше. Боятся они еще курей, еще обживаются. Сейчас подрастут, будут шугать курей. Все, работа ждет. У меня сегодня интересная работа. Кстати, вау, вот это да. Те так не пахнут. Ну, те тоже пахнут, когда в корзинку наберешь в какое-то вот ведро или куда. Это упало с того дерева, вон, с того. Вот это да. Когда покупаешь яблоки, есть некоторые, которые покупаешь, они пахнут. Обалдеть, сейчас Кате дам попробовать уже. Эй, малышня, ты куда пришел? Ты куда пришел тут, а? Ты Скода. Ты Скода, куда ты пришел? Иди сюда, мелкий. Иди сюда. Кнопа. Кнопик, кнопик, кнопик. Иди сюда, иди сюда. Давай. Молодец. Смотри, он у тебя тут лазит. Шкода. Понюхай. Это вот, знаешь, в общем, яблочко кисло-сладкое. Прям такое приятно. Но мне кажется, что они поздние, скорее всего. Вот помню я поздний вкус поздних яблок, вернее. Вот они такие. Смотрите, что у меня творится. Косточки разлетелись повсюду. Сейчас буду убирать, подметать, делать уборку.
нам? Кусай, кусай еще. Друзья, всем привет, новый день. Дождался, пока дождик успокоился. Ну, походу, он опять будет сейчас. В общем, положил я 4 листа. Снизу выглядит вот так. Сверху сейчас покажу. Укладываю листы один, потому что, ну, просто неудобно там даже. Если бы были двое, которые могли бы мне хотя бы туда лист подавать, ну, наверное, было бы в чем-то чуть-чуть удобнее. Но, в принципе, листы легкие. Я просто беру его боком, поднимаюсь по лестнице. Наверху укладываю все равно один. И очень опасно, конечно, здесь ходить, потому что не видно обрешетку. Сверху я уже включил фонарь, чтобы хоть чуть-чуть просвечивало, мне показывало, где обрешетка. Потому что наступил сейчас мимо, чуть не провалился. Сына я туда поднимать не буду. То есть это опасно даже для взрослого, более-менее опытного человека. В общем, кинул еще один лист. У меня получается уже раз, два, три, четыре, пятый лист. Вот что получается. Пятый сейчас я только прикрутил один саморезик. В общем, у меня получается как-то так. Ну, крыша как крыша, как у всех. Вот. Видите, вот немножечко видно, где находятся у меня доски. Потому что, ну, вообще вот просто вот здесь, например, не видно, да, вот света нет и не видно. Можно ступить мимо, провалиться, упасть и так далее, что нежелательно. Видите, вот так вот шурупики там закручены, эти саморезы. Я там кладу, я знаю, что там середина. Здесь кладу тоже посередине. Вот у меня вот середина доски. Я посередине ровно положил. И вот по этой линии я вкручиваю, во-первых. Во-вторых, удобнее вот так вот встать, не раздавливая вот эти тонкие, как их назвать-то, волны. Вот, очень удобно. Сейчас нет с собой штатива, я вам показать не смогу. Ну, может быть, положить просто камеру даже вот так вот. Сейчас я. Вот так, давайте положим камеру. Получится так вот. Поставите. Так, сейчас. Так, я по ней заползаю. Раз, два. Так, у нас там. Угу. Раз, два, три. Сюда. Так, раз, и удобно. Чуть-чуть придавил. Тонкий, конечно, металл. И продавливается очень сильно. Ну, как-то так вот. Вроде бы камера стоит. Есть возможность вам показать. Что ж, друзья, съездили с Катей за окном. Окно для кладовочки. Вот такое замечательное окно. Сейчас я пока его уберу в кладовку. Не стал я ехать на Volkswagen, большую машину гонять. Сгоняли, быстренько получилось у нас все привезти. Я уже думал, или здесь, или в багажник. Но нормально все поместилось. Такие вот дела. Все, есть окно. Классно. Ну вот и хорошо, поставил в бане. Летом мы в бане не моемся практически, лето жаркое было. Вот, оно здесь никому не будет мешаться. Отлично, пусть стоит до времени установки. Так, в общем, мысли такие вот. Здесь будут стоять велосипеды, поэтому полка нижняя, она не до конца, чтобы здесь было место. Вот, 3 велосипеда встают, все нормально. Полочка у нас будет здесь, здесь и половина здесь. Я думаю, этого будет достаточно. Здесь поставить можно наш брудер. Он большой, широкий, высокий. Как раз сюда встанет и не будет мешать, я надеюсь. Мне еще осталось сейчас по всему периметру снизу пустить вот такую трубу. Для чего? А для того, чтобы я... И, кстати, сверху тоже, с той стороны еще надо. Для чего? Я буду подшиваться доской здесь. Доска.
будет прикладываться прямо туда, сюда и кверху. Вот. И прикручиваться. Жик. Здесь только снизу. Ну и в принципе потом можно будет все это дело обшивать уже доской, друзья мои. Вот. Доску я сегодня получил. Вот доска. Доска замечательная, хорошая, свежая. 150-ка. А это 100-ка. Кое-где 100-ка нужна будет. По низу и по верху я опустил трубки. Значит, здесь мне нужно сделать полки. И у меня катастрофически не хватает трубы. Почему? Потому что я рассчитывал по-другому. Вот. Но вот у меня одна осталась и один кусочек. Я решил вот что сделать. Мне нужно здесь 2 стойки. Вот таких вот высоких. Вот до сюда. 2 стойки сюда и туда. И я решил их просто сварить из кусочков. А кусочков у меня много. Когда я делал забор, у меня осталось много вот таких кусков. Я решил их просто попилить ровненько, а потом ровненько сварить. И все. Ну, чтобы не покупать трубу. Ну, будем делать так. Немножко мороки больше, но ничего не поделаешь. Зато экономно. Ровно пилит пила. И получается у нас такие вот кусочки. Здесь ровно 3 кусочка. Вот такая вот уже получается длинная трубка. Трубки нам надо будет вот такой вот высоты. Вот до этого сварочного шва. И так под навесом уже приятнее работать. Уже солнце не палит. Классно. Вот теперь делаешь пометку. Все, теперь по ней делаешь уголком. Да. Большое давление создаешь на пилу, когда скорость большую пиления ставишь, она пилит криво. В общем, друзья мои, доски замечательные. Надо быстренько их использовать, чтобы они не погнулись, пока будут сохнуть, чтобы их не повело. Вот станок сейчас загоним сюда уже на место. Сейчас я вам покажу, чего я добился, каких результатов. Покажу, там у нас Даша косит травку. Кстати, я здесь с окна видел грушу. Вот она. Грушка висит. Здорово. Здорово. Груши отошли вообще-то уже. Так, и там еще грушка одна. Достану, я не достану. Ой, как бы ее достать-то? Вот так вот. Вот. 2 грушки. Ребята, соберите яблоки, которые здесь, всю падалку. Ну да, Саша еще собирать. Да, чтобы завтра мама сделала сок. Катя собралась завтра сделать сок яблочный. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая калинка уже красивая. Ягода калинка-малинка. Значит, здесь вот эти вот яблоки, это падалка, это собрали с дерева, прям сорвали. Очень много в этом году яблок, которые мы хотим пустить на соки. Ой, это все так радует, друзья. Это все такая вкуснятина. Они действительно обалденные яблоки вот эти вот. Здесь Катя сделала перчики. Она их обжаривала сегодня. Обжаривала и укладывала жареные перцы. Вот эти 2 трубы, они собраны из кусков. Куски, которые оставались от забора. Сварил эту, сварил эту. В принципе, получилось неплохо. Смотрите, вроде ровно. Нормально. Такие вот дела. Что ж, друзья, подошло время покраски. Хочу попробовать свой старенький краскопульт, который лежит у меня давно, но использовался только 2 раза. Для этого
надо закрыть бетон по максимуму. И я нашел не целлофан, а такая вот пленка. В общем, когда я там вырезал окно и дверной проем в сарае, там нужно было закрыть кладовку, все, что в ней лежало от пыли. И я покупал такой материал. Он у меня лежал до сих пор. В общем, я решил им сейчас просто здесь накрыть этот бетон. Думаю, что это как вариант тоже подойдет. Сейчас я установлю сюда камеру. В общем, сейчас мне надо будет вот эти вот все места обойти, разрезать, туда протянуть. Ну, по максимуму просто сделаю. Вот. И, в принципе, я думаю, ну, хоть что-то, но уже будет. Все равно капли на полу будут, я думаю, все равно этого не избежать, но там, где я буду краскопультом брызгать, все равно нужно будет ложить какой-то картон, что-то мне надо найти по низу в любом случае. В общем, буду пробовать сейчас. Что ж, застелил я все материалом, ну, относительно ровненько. В общем, сейчас жду. Катя должна привезти White Spirit. Буду разбавлять и пробовать красить трубы. Так, друзья, пришло время покраски каркаса. Я нашел свой краскопульт маленький. Вот, сейчас мне нужно размешать краску для краскопульта. Сначала размешаю ее здесь. Я думаю, что пойду на улицу, потому что здесь, конечно, будет сейчас запах сильный в закрытом помещении. Автоматные очереди. Угу. Дрон летит. Так, друг ситцевый, и что мы пришли сюда? Тут краска, тут нечего делать. Иди гуляй. Иди, я тебе еду принес, иди ешь. 27. Ну, 27 прям вообще идеально. Я думаю, что это идеально. Все.